Aviasales – сервис по покупке самых дешевых авиабилетов. Мое утро начинается в 4:30. Сначала я пью кофе, потом иду на пробежку, а к 8 прихожу на работу. Просыпаюсь около 6, делаю зарядку, собираю детей в школу и сажусь работать. У меня подъем в 5:30, завтрак, дальше обязательная физподготовка в зале, а потом в офис. Если честно, мне кажется, что все, кто говорит, что утром занимается спортом, просто выделывается. Я здесь всю жизнь живу и ни одного такого человека не знаю. Добро пожаловать в Вашингтон. Это жизнь других. Вашингтон – город сенаторов и конгрессменов, министров и генералов. Словом, город чиновников. И здесь я, как правило, говорю, что меня интересуют не они, а обычные люди. Но ведь в этом городе обычным жителем считается даже президент. Или все-таки необычным? Сегодня во всем этом мы и разберемся. Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки. Иностранцы этот город часто путают с одноименным штатом, который находится на другом побережье США. Но на самом деле столица вообще ни к какому штату не относится. Это отдельный округ, поэтому и полное ее название – Вашингтон, округ Колумбия. И если бы я в этом отдельном округе родилась, то, возможно, была бы как Райан. То есть работала в пиццерии, а это значит, что основным моим заработком были бы чаевые. А может, я была бы гримером, как Деннис. Вот только работала бы не в салоне красоты, а в похоронном бюро. Да, там тоже нужен профессиональный мейкап. Еще я могла бы родиться Саммер. Тогда я работала бы в музее и постоянно получала бы приглашение быть присяжной в суде. А вот будь я вашингтонской школьницей, то я начала бы грызть американский гранит науки еще с 5 лет. Ведь именно в 5 лет местные дети идут в нулевой класс, а потом уже младшая школа. Что касается устройства самой школьной системы, тут тоже все непросто. В каждой стране я прихожу или в частную, или в государственную школу, правильно? И одну, и вторую я вам показывала уже 100 раз. А в Вашингтоне я узнала еще про чартерную школу. Что это такое? Сейчас узнаем. Чартерная школа – это такая школа, которая существует не за счет государства, а за счет дотаций и спонсоров. Благодаря этому директор может сам назначать зарплаты учителям, сам нанимать кого хочет и по своему усмотрению строить план обучения. В такой школе зарплата начинающего учителя $56 тысяч в год. И это немного меньше, чем в обычной государственной школе. В остальном же такая школа не особо отличается от государственной, разве что необычной схемой приема учеников. Желающих у нас учиться больше, чем мест, которые мы можем предоставить. Поэтому мы принимаем школьников методом лотереи, который проводится у нас на сайте. Проще говоря, компьютер случайным образом решает, кому быть нашим учеником, а кому нет. Что только не делают современные компьютеры, вот только правильно воспитывать детей они еще не научились. Потрясающая вещь в школе Вашингтона. Если ребенок
плохо себя ведет, мешает на уроке. Ну, как часто все дети любят делать, да? Здесь в школе есть 4 стадии наказания. Первая стадия. Ему, как и Сидорову, поговорят с ним, пожалуйста, замолчи, ты мешаешь остальным детям. Если вдруг он не понял, ребенок, ну, знаете как, ребенку говоришь, а он все равно продолжает. Его пересаживают с его парты, с его места за другую парту. Если это тоже не помогает, то тогда тут есть специальный стульчик, специальное место, так сказать, как его называют, место, чтобы подумать. Спиной ко всем детям. Песочные часы переворачивают. И он должен так вот сидеть, представляете? Вот так вот и думать спиной ко всем детям. 4-я и последняя стадия воспитания – это перевод ребенка в другой класс, где он окунается в незнакомую атмосферу с незнакомыми людьми. Как правило, он не может высидеть там и 10 минут и сам просится обратно. Как видите, уважение к общепринятым правилам и законам здесь прививают с самого детства. Причем, если ты их не придерживаешься, то наказание последует вне зависимости от возраста. Одна моя знакомая в Вашингтоне во дворе своего дома посадила красивые цветы. Ну, сад, чтобы просыпаться утром, радовался глаз. И что вы думаете? На нее нажаловали соседи, потому что они посчитали, что эти цветы не соответствуют архитектурному ансамблю их района. Вот так. И это только начало. В каждом районе правила могут слегка отличаться, но они везде есть. Чаще всего ты не можешь изменить даже сорт травы, которая растет на газоне перед домом, если не согласуешь это со всеми соседями. Мне на фасаде дома надо было поменять освещение. Это тоже пришлось обсуждать с соседями, чтобы никому не было слишком ярко или слишком тускло, или слишком желто. Ну, вы понимаете, надо, чтобы даже цвет моего фонаря гармонировал с соседними лампочками. Так, с фасадами и газонами разобрались. А вот как выглядит жизнь внутри американского дома, вам покажут сами его жители, которые согласились пару минут поработать ведущими вместо меня. Привет, ребята, заходите, не стесняйтесь. Это наш дом. Вполне типичный для Вашингтона. До Белого дома отсюда буквально 5 километров. Здесь у нас 2 этажа, есть небольшой, но уютный дворик. Живем мы здесь с 2 детьми. Кстати, меня зовут Алекс, а это моя Кэрол. Давайте я покажу вам кухню. Сегодня пятница, поэтому мы решили расслабиться и заказать пиццу. А так обычно готовим сами. Алекс, например, каждое утро делает блинчики для всех, а я по утрам готовлю себе только кофе. Ну что, пойдемте на 2-й этаж? Такой дом будет стоить где-то 1 миллион 100 тысяч долларов. За коммунальные же мы отдаем не так много. $100 в месяц, электричество, вода где-то 120. В общем, со всеми интернетами и прочим получается около $300 в месяц. А это мой рабочий кабинет. В последнее время я работаю в основном из дому, поэтому уже все здесь обустроила. Так, ну что, можем еще пойти посмотреть на наш двор на улице? Конечно, пойдем и посмотрим, но это же вместе со мной. Слушайте, ну прекрасный дом, я хочу сказать, у вас. И вообще, вы такие веселые. Вы когда-нибудь ругаетесь или нет? Постоянно. Всегда вот веселые. Знаете, в Италии мне знаешь, что сказали? Одна пара, которая прожила много-много лет, что для того, чтобы много жить, нужно постоянно ругаться. Полностью согласен с этими мудрыми людьми. О, зонтик! Слушай, но все равно это, знаешь, хорошо, свежо. Но мне вот интересно, но все равно, вот американцы, когда вот они ругаются, как это происходит? Как у итальянцев, бьете посуду или тихо, мирно поговорили в разные комнаты? Нет, посуду бить – это пустая трата денег. А вот покричать мы можем. Скажите, а как вот американцы бюджет свой вот на месяц вы рассчитываете или вы тратите деньги направо и налево? Вообще не считаем. Но идея хорошая. Надо бы попробовать его планировать. Но мне больше понравилось, что когда я спросила про деньги, муж сразу говорит: говори,
знаешь, жене говорит, знаешь, я, типа, ничего не знаю. Ну, хорошо, а скажи мне, а вот женщины тут тратят деньги на одежду, на какие-то вещи, чтобы выглядеть красиво? Лично я нет. Вообще не люблю шопинг. Но здесь много женщин, которые вкладываются в дорогую одежду. Вообще, Вашингтон считается модным городом. Особенно это заметно по людям в костюмах. Если вы планируете путешествие в США, а может и вовсе переезд на ПМЖ, я рекомендую обратиться в компанию Capital Travel US. Это консалтинговая и туристическая компания, которая базируется в столице США, городе Вашингтон, что дает возможность сотрудничать с лучшими иммиграционными адвокатами во всей Америке. Кроме того, это единственная компания в Вашингтоне, которая проводит русскоговорящие групповые туры. Модные костюмы и наряды народ здесь носит в основном только на работу. Как только рабочий день заканчивается, даже самые стильные предпочитают переодеться в что-то более удобное. Поэтому и понять, какой у вашингтонцев стиль одежды, достаточно сложно. Вы легко можете определить стиль француженки или итальянки, а вот как определяют свой стиль люди в Вашингтоне, я решила спросить у них лично. Знаю, со стороны кажется, что Вашингтон – это город деловых костюмов, но на самом деле это только рабочая униформа. Каждый местный мечтает прийти домой, побыстрее снять костюм и накинуть худи. На работу я, конечно, хожу в костюме, но в обычной жизни предпочитаю что-то свободное и спортивное, так сказать, без галстука. Мне повезло с работой, я мог одеваться свободно, поэтому ходил в деловом костюме, но никогда не носил галстук или бабочку. Каждый вашингтонец вправе выбирать, во что одеваться, куда ходить и что говорить. Не зря ведь Америка – страна свободы. Естественно, свободны в своем выборе и молодые мамы, которые все чаще выбирают рожать не в клинике, а у себя дома, хотя за это и приходится доплачивать. Я решила рожать у себя в гостиной, а за то, что ко мне пришел врач-акушерка, я заплатила $4000. Но я об этом совершенно не жалею, ведь так получилось гораздо комфортнее. В Вашингтоне, как и во всем мире, женщины рожают в роддоме. Но сегодня мы узнаем, как некоторые из них рожают дома. И вообще узнаем, как они рожают, ну и вообще, надо ли оно рожать дома. Во-первых, дома я смогла создать такую атмосферу, которая мне нравится. Расставила свечи, натянула гирлянды, развесила везде фотографии близких и родственников так, чтобы с любой точки их было видно. Я специально выбрала свои любимые фотографии. Все они придавали мне сил и смелости. Естественно, в клинике ничего подобного я бы сделать не смогла, ведь там свои правила. А во время пандемии они еще строже. Я не то что мужа, я бы его фотографии не увидела. Рожала я в этом бассейне. Муж накачал его буквально за полчаса. Было очень тепло и комфортно. Я вообще не пожалела, что решила рожать дома. Если же женщина решила рожать в небольшой больнице и по страховке, то как именно это пройдет и сколько будет стоить, описать практически невозможно. Жить без страховки в Америке просто невозможно. Но чтобы разобраться в этих страховках, нужно иметь, ну, честное слово, 2 высших образования, а лучше 3. И то не факт, что ты разберешься. В США ты никогда не знаешь наперед, сколько заплатишь за медицинское обслуживание. Все зависит от того, какая клиника тебя обслуживала, от того, какой у тебя вид страховки, какая страховая компания, ну и так далее. Да и это еще не все. Ведь когда клиника выставляет счет страховой компании, последняя может его обжаловать. Проще говоря, поторговаться как за картошку на рынке и скинуть цену. Клиника в таком торге всегда участвует. В итоге они сходятся где-то посередине. Пациент при этом тоже что-то заплатит, но сколько это, опять же, зависит от целого набора факторов. Короче, в этой системе сам министр здравоохранения ногу сломит. В прошлом году у меня были серьезные проблемы со здоровьем.
Страховая заплатила клинике $250 тысяч за мое лечение. Я же заплатил только 7. К сожалению, в США есть и немало людей, которые вообще не имеют медицинской страховки. Им приходится оплачивать эти счета самостоятельно. Именно по этой причине многие, увы, объявляют себя банкротом. В юности Линкольну очень хотелось попасть в зал суда. Он проходил 30 миль пешком только для того, чтобы посмотреть, как же там все внутри работает, как устроено. Сегодня, вы знаете, каждый гражданин Америки может попасть в зал суда. Ну, для того, чтобы быть присяжным. Вот так вот времена меняются. По закону повестка в суд с приглашением быть присяжным может прийти любому гражданину США, и неважно, работаешь ты где-то или нет. Ты должен явиться в суд. Мне лично приходило лишь однажды. Ты обязан отреагировать на такую повестку. Хочется тебе или нет, таков твой гражданский долг. Если же ты повестку проигнорируешь, то будешь платить денежный штраф. Я получала повестку быть присяжной 6 раз. Но повестка — это еще не гарантия, что ты будешь присяжной, ведь каждому из приглашенных еще надо пройти отбор в здании суда. А уже если тебя выбрали, тогда и сидишь на самом суде. Вот все равно, честно сказать, не понимаю, что значит выбрали. Когда выбирают актрису, я понимаю, по каким критериям ее выбирают. А присяжных по каким критериям выбирают? Ни по каким. Сначала это лотерея. А потом уже смотрят, есть ли у тебя какая-то заинтересованность или нет. Если нет, то ты присяжный. Меня однажды приглашали быть присяжной в суд, но оказалось, что человек, которого судили, я его уже видела раньше в другом суде. Поэтому меня посчитали предвзятой и исключили из числа присяжных, что абсолютно правильно. Вам платят за это? Да, но это копейки. $15 в час. И сколько времени может занимать один процесс, например? Это всегда по-разному. Бывают суды, которые длятся месяцами. Ты можешь отказаться, если ты вдруг не захочешь? Да, но только по уважительной причине. Например, из-за проблем со здоровьем. Скажи мне, а как ты думаешь вообще, Саммер, это правильно, что простые люди, которые вообще не разбираются ни в чем, выносят свое мнение, решение по поводу того, что виновен человек или нет? Конечно, ведь они самые нейтральные, и на них сложнее всего повлиять со стороны. Мне кажется, такая система самая справедливая. За расспросами о специфике работы присяжных я узнала еще об одной необычной профессии, которая также связана с судами. Оказывается, здесь до сих пор существует работа судебного художника. А в нашем конкретном случае художницы. Профессия судебного художника очень редкая. На весь Вашингтон нас всего 2. Но я попала в нее случайно. Просто по объявлению в газете. Художники на судах работают до сих пор, потому что в зале суда часто нельзя снимать. Ведь камеры отвлекают адвокатов и прокуроров, мешают им сконцентрироваться и работать. А художник незаметный, и он никому не мешает. Рисунки я делаю под заказ для какого-то телеканала или газеты. А бывает, сначала рисую, а уже потом продаю. Рисунок начинающего художника будет стоить $200-300. У меня бывает по-разному, но самый дорогой рисунок, который я продала, стоил $5000. $5000 – это примерно 2 месячные зарплаты официанта в Вашингтоне. Кстати, точная цифра своего заработка вам не скажет ни один официант, ведь она всегда разная. Не только у официантов, но и у большинства работников кафе и ресторанов зарплата минимальная, а основной заработок – это чаевые, которые собираются в общую кассу и поровну делятся между всем персоналом. Кстати говоря, в большинстве заведений в США чаевые включены в чек, а в среднем размер чаевых составляет 20% от суммы заказа. На этом официанты и живут. Слава богу, поесть в заведениях народ здесь очень любит. А вот что именно он ест, я сейчас покажу. В одних странах перекусывают трамезини, багеты, хот-доги, кебабы, правильно? Вы же это все знаете. А в Америке нет, не только сэндвичи. Тут есть еще и бейгл.
Отличный бейгл с жареным беконом, как у меня, может получиться и у вас. Для этого надо лишь выбрать лучшую сковороду или прижимной гриль на Е-каталоге. Выбираем понравившиеся модели и сравниваем их. Я бы советовала брать из нержавеющей стали. Е-каталог не просто подберет выгодные варианты по цене, но и поможет выбрать сковороду с лучшим покрытием и правильной формой. Перейдя по одной из прямых ссылок на магазины, можно купить любую посуду без наценок. По сути, бейгл – это тот же сэндвич с разными начинками, но вместо хлеба – бублик. Вот и все отличия. На вкус он тоже абсолютно такой же, но все местные просто обожают именно бейгл, а не сэндвич. Даже не спрашивайте, почему. Ну, может, дырка от бублика придает ему какой-то особый вкус. Перекусить бейглами к нам заходят абсолютно все. И простые рабочие, и известные юристы, и успешные политики. Недавно был даже Джо Байден. Сказал, что любит бейглы. А вот что еще любят все американцы, так это пиццу. Поэтому я решила зайти еще и в обычную пиццерию, которая, впрочем, оказалась не совсем обычной. Мы единственное заведение в Вашингтоне, где весь персонал и владельцы – это глухие люди. А я просто когда ехала к тебе, видела, что тут еще университет у вас даже есть для глухонемых. Да, именно так. Такой университет вообще единственный в мире. И, кстати, почти все, кто здесь работает, заканчивали именно его. Как клиенты общаются с персоналом, если клиент приходит и он слышит? Вот я пришла к вам, то есть, да, и как вот мне вот общаться? Сейчас мы с тобой вот с переводчиком общаемся, а вот как простые люди общаются, клиенты? Мы же живем в эпоху новых технологий. Есть у нас планшеты, где можно все выбрать и посмотреть. Но в конце концов можно просто показать пальцем в бумажное меню. Хоть многие американцы и стараются правильно питаться, какой-то одной и понятной системы питания для всех здесь нет. И, наверное, никогда не будет, ведь даже в детском саду нет какого-то единого рациона. Самое интересное, что дети, находясь в детском саду, едят только то, что им дают родители. Но дети счастливы, а? Если бы мне не заставляли есть в садике суп, честно говоря, и мое бы детство было бы тогда счастливым. А так я как вспомню эти супы. Так, строители, давайте дальше. В детский сад можно отдать ребенка с 2,5 лет. Кроме таких, как этот, есть еще сады поменьше, где особо нет никаких активностей, а за твоим чадом просто присматривает какой-то взрослый. В Вашингтоне в детских садах детей разделяют по возрасту. Но я сейчас в частном детском саду, поэтому тут все вместе. И 3-летние, и 5-летние. Вот видишь, ему просто в школу уже практически на следующий год. Вот он строитель практически. Видишь, умный ребенок. Вот поменьше вот просто ходит без дела. А я прошу прощения, а у вас тут дети все вот в обуви. Вы обувь вообще детям не снимаете? Снимаем только, если они сами хотят этого, и перед сном. Государственных и бесплатных детских садов здесь практически не существует. А отдать туда ребенка могут только малообеспеченные родители. В то же время цена частных не то что кусается, а может полностью руку с кредитной карточкой откусить. В среднем месяц пребывания ребенка в детском саду в Вашингтоне будет стоить $3000. Но куда сложнее в него попасть. Очередь желательно занимать года за 3. С такими ценами неудивительно, что практически все местные стремятся достичь большого успеха и много зарабатывать. Но если ты хочешь построить хорошую карьеру в таком городе, как Вашингтон, в городе, где чиновников и юристов больше, чем таксистов, то получить высшее образование – это обязательно. Вы знаете, буквально в 2 шагах от Белого дома находится университет, где, знаете, учат на какую специальность? Как вы думаете, а? Правильно, конечно,
безопасность. Проще говоря, здесь можно выучиться на хакера. Но, само собой, здесь есть и все остальные специальности. Самые популярные в Вашингтоне – это юриспруденция, политология и международные отношения. Практически все высшее образование в США платное и не дешевое, но, например, в нашем университете мы даем большие скидки на обучение студентам из соседних штатов. Университет – вещь очень важная для будущей жизни любого американца. Он дает не только понимание профессии и квалификацию, но и помогает с трудоустройством. У нас в ВУЗе есть специальный отдел, который помогает студентам найти хорошую работу, пройти собеседование, правильно написать резюме и устроиться на практику в известную компанию. Но выпускники в Вашингтоне стремятся попасть на работу не только в известной компании, но и построить большую карьеру в политике. Как в Лос-Анджелесе все мечтают стать актерами, так в Вашингтоне каждый второй хотел бы обустроиться в Белом доме. Но это все грезы. Основная масса народу ходит работать в обычные правительственные здания типа Капитолия или Пентагона, которые, к слову, тоже могут удивить. Вот что вы знаете о Пентагоне? Я, например, знаю, что там можно сделать прекрасный шопинг, потому что там все дешевле, чем во всем Вашингтоне. Ну а что мне еще надо знать о Пентагоне? Это самое главное для меня, да. Вот только чтобы попасть на этот шопинг, надо устроиться в Пентагон работать. Сами понимаете, кого попало, внутрь не пустят. Все-таки главное – военное управление страны. Внутри Пентагона есть много маленьких магазинов. Там можно купить все от одежды до чипсов. Причем там все это продается без налогов. Такой шопинг-центр построили для того, чтобы сотрудникам, которые много работают, не надо было далеко ходить. Во-первых, чтобы все было под рукой, а во-вторых, доступно для работников с любой зарплатой. Зарплата начинающего солдата стартует где-то от $2000 в месяц. У сержанта будет уже 3-3,5. Все это зависит от выслуги и звания. Чтобы посмотреть, как и где можно жить на такую зарплату, далеко ходить не надо. Вокруг того же Пентагона есть многоквартирные дома, в которых народ и живет. Аренда вот такой квартиры в Вашингтоне, видите, тут кухня, одна спальня, тут рабочий стол, зал будет стоить $2500. Ну что, прекрасные апартаменты, мне кажется, да? Ой, балкончик еще даже есть. Надо понимать, что эта цена базовая. Кроме самой квартиры, здесь есть еще целый комплекс дополнительных услуг. Но, как принято в Америке, за все дополнительное принято доплачивать отдельно. Как правило, в таких домах на крышах находятся вот такие вот релакс-зоны. Здесь вы можете приглашать друзей. Тут камин, тут телевизор, тут кухня. Там вот есть бильярд, даже комната, где вы можете с друзьями сесть, смотреть футбол. Представляете, террасы, барбекю. Ну, то есть все, что нужно. Даже бассейны есть. Но за это вы должны платить $500 в месяц. А если вы хотите здесь жить с животным, то к дополнительной плате надо будет еще дополнительно доплатить $500. Это одноразовая дополнительная выплата, но дополнительно к дополнительной одноразовой выплате надо доплачивать еще по $50 в месяц многоразовой дополнительной выплаты. Ух, вы запутались? Я тоже. А местные считают, что все просто и беспрекословно соблюдают эти правила. Америка – страна правил и законов. Но это ведь и хорошо. Именно их соблюдение делает нашу страну по-настоящему свободной. А еще американцы очень любят бороться за равные права. За права меньшинств, сестринств, братств, обществ и сообществ. В общем, самых разнообразных социальных групп и классов. Как это выглядит для нас, вы
и сами прекрасно знаете. Но что именно эта борьба за равенство означает для самих американцев, я решила спросить у девушки, которая посвятила такой борьбе всю себя. Келли, я знаю, что ты такой прям ярый борец за права, за справедливость. Да, это так? И именно так. Я по образованию юрист, у меня есть своя компания, которая защищает права разных групп людей, которые к нам обращаются. Когда мне было 16, я попала в автокатастрофу и осталась инвалидом. Тогда-то я и поняла, что прав у инвалидов куда меньше, чем у большинства людей, и решила бороться с этой несправедливостью. Как конкретно ты борешься? Я тебе приведу свой пример. Пару лет назад я вызвала такси, а таксист отказался меня везти из-за того, что ему надо было складывать мою коляску в багажник. Конечно, можно подать в суд на компанию такси. Но даже если выиграешь, то это частный случай, и он ничего не решит. Надо идти в Конгресс, говорить с конгрессменами и менять законы, чтобы все службы такси по закону были обязаны брать людей с ограниченными возможностями. Вот это и есть борьба за свои права. А еще какие-то дела у тебя были? Может, к тебе обращались за помощью как к специалисту, чтобы ты защищала их? Конечно, ко мне постоянно обращаются. Сейчас работаем над делом афроамериканца, которого не повышают по службе только из-за его цвета кожи. Такой же случай есть и с женщинами, только по причине гендерного неравенства. Вот мне всегда было интересно, как в таких делах суд решает. Человека не повышают из-за цвета кожи или из-за того, что он просто не имеет достаточного уровня квалификации. Как правило, суд поднимает все рабочие дела человека, приглашает независимых специалистов, которые оценивают его квалификацию по сравнению с другими сотрудниками. И только тогда решает, на чьей стороне правда. Кстати, больше, чем в Вашингтоне, юристов нет ни в одном другом городе США. Но, само собой, в городе белых воротничков встречаются разные профессии. А значит, и воротнички бывают синие, зеленые, красные, словом, самые разные. Вот, например, если ты работаешь в музее, то тебе совсем не обязательно носить костюм. А в музеях здесь работает, очень много народу. Вашингтон называют городом музеев, ведь здесь их сотни. Конечно, чаще наш город называют городом политиков. Но если так разобраться, то даже в Белый дом можно прийти на экскурсию, как в музей. Самые известные вашингтонские музеи вы наверняка видели в кино. Например, местный музей космонавтики или естественной истории. Об этом вообще отдельное есть кино. Я уверена, что все вы помните фильм «Ночь в музее». Вот этот музей существует. Я здесь первый раз, представляете? И, конечно же, несмотря на то, что в каких-то фантазиях все это оживало, тут на самом деле работают люди. Сколько они зарабатывают, как они работают, мы это все узнаем. Кино снимали не только здесь, но еще и в музее Нью-Йорка. И, конечно, в декорациях на студии. Но если в фильме главным героем был охранник, то настоящий герой этого музея – команда, которая следит за экспонатами. Ведь это настоящая наука. Вот видите, женщина, вот она сейчас отошла поменять воду, вот пылесос, и она следит за вот этой ланью. Она вот ее чистит, чтобы она стояла и выглядела прилично. Она может делать только это. Другого человека поставят протирать стекло, и он стоит и только протирает стекло. То есть у каждого человека здесь своя обязанность. Если ты чистишь лань, то чистишь лань. Если ты чистишь бивни, то чистишь бивни. Или так, все. Никакого стекла, ничего другого. Команда, которая ухаживает за экспонатами, состоит всего из 4 человек. У каждого есть научная степень в определенной отрасли. Вы же понимаете, что, например, шкуру слона от пыли ты обычной тряпкой не почистишь. Здесь надо знать массу нюансов, чтобы ее сохранить в целости и сохранности. Всего персонала в музее работает 500 человек и еще 500 волонтеров. Да-да, 500 человек просто работают бесплатно.
Волонтерство – это привычная вещь для каждого вашингтонца. Я, например, работаю здесь, а другим музеям поменьше просто помогаю бесплатно. Делаю это для популяризации и поддержки музеев. Я половину своего свободного времени посвящаю волонтерству. Подрабатываю в основном в детских садах или школах. Само собой, без оплаты. Я состою в волонтерской организации, которая помогает малоимущим семьям. Короче говоря, любой вид деятельности в Вашингтоне сопровождается волонтерской помощью. Волонтеров можно встретить везде, даже на похоронах. Но чаще всего похоронное бюро – это частный бизнес со своими собственными устоями и традициями. Вот в таком зале проходит похоронная церемония. Тут сидят близкие, родственники. Честно говоря, я такое видела только в кино, понимаете? Вот тут вот стоит человек, который говорит речь. На экранах можно выводить любое видео, ну, какое хочется. Можно заказать музыкальное сопровождение. И вот так это все и происходит. Ну, это стандартная процедура. Но бывают и разные случаи. Иногда люди заказывают что-то необычное. Например, недавно был один клиент, царство ему небесное, который хотел, чтобы рядом с его гробом обязательно стоял его мотоцикл. Но это, пожалуйста, мы можем организовать все, что клиент пожелает. Стандартная церемония стоит около $10 тысяч. Кстати, если выбрать место на обычном городском кладбище, то оно будет стоить столько же. Плюс надо выбрать оркестр, катафалк, цветы и так далее. Короче говоря, похоронное бюро здесь выглядит как настоящий шоурум. Сюда приходят семьи и выбирают гроб, который больше подходит для их покойного родственника. Ага, то есть, ваша работа в чем именно заключается? А мы подключаемся уже после. Наша работа – одеть человека и загримировать. То есть и вы делаете ему мейкап? Да, именно так. Сколько у вас, я не знаю, в день, в неделю вот бывает работы здесь? Где-то 4-5 человек в день. Вот, ребят, каково это каждый день смотреть практически в глаза смерти и после этого жить? Мне кажется, это же очень сложно, работа такая. Это просто работа. Мы смотрим на это, как и врачи. Днем отработал, а вечером просто пошел по любым своим делам. Хоть на день рождения, хоть на стендап-концерт. По идее, такие люди могут подрабатывать в любом салоне красоты. Ну или гримером в кино. В общем, мне интересно вот что. Красят ли они живых людей? Конечно, отличий-то практически нет. Я, например, постоянно делаю мейкап своей дочке. А меня знакомые девушки часто просят их накрасить. Я соглашаюсь, но только прошу их лечь. Просто мне так привычнее работать. А какие у вас условия работы? То есть я понимаю, мы здесь с вами общаемся, потому что в вашем рабочем кабинете, так сказать, сейчас клиент лежит, да? То есть и там, я так понимаю, очень холодно. У вас есть какие-то костюмы? Нет, вот в этих костюмах и работаем. Только музыку включаем для настроения. Да, чтобы настроение было, ну, конечно, в тишине вот это вот работать. Мои визажисты тоже всегда включают музыку, когда красить меня начинают, ну, для себя. Ой, ребят, хочу сказать, у вас очень сложная работа. Идемте отсюда, потому что я замерзла. Идем. Однако мириться с течением времени многие не хотят и пытаются продлить свою жизнь всеми возможными способами. Оставаться молодыми и красивыми им помогает наука геронтология. В Вашингтоне есть даже клиники, которые представляют разные услуги омоложения. Традиционная медицина давно зашла в тупик с лечением многих хронических заболеваний, которые с возрастом только усугубляются. Поэтому люди ищут альтернативу и находят ее у нас. Мы предлагаем самые разные методы лечения, от обычной диеты до акупунктуры. Часто их комбинируем. Конечно, большинство клиентов такой больницы – это люди пожилые. Но не каждый местный пенсионер может себе позволить дорогое лечение. Как вообще живут в Вашингтоне на пенсии, мне согласился рассказать Теодор.
Он уже 7 лет как закончил работать, живет в большом доме, куда меня и пригласил. Тед, ну, слушай, у тебя очень красивый дом. Ты один тут живешь? Да, сам. Жены не стало несколько лет тому, но у меня есть 4 детей. Я к ним часто езжу в гости. Когда ты на пенсии, очень важно не терять контакт с семьей. Ой, это правда. Вот скажи мне, как живет в Вашингтоне пенсионер? Выглядишь, ну вот просто прекрасно. Спасибо. Если честно, я наслаждаюсь жизнью. Путешествую, занимаюсь йогой, катаюсь на велосипеде, хожу в книжный клуб. Еще даю уроки английского для иностранцев. Так, с такими возможностями можно дожить до 200 лет, понимаешь? Вот если бы я занималась йогой и ходила бы в книжный клуб, господи, какая я была бы красивая и умная. А так у меня нет времени, я все время работаю. Пенсия в Америке зависит от того, сколько человек работал. Если работал много и зарабатывал хорошо, то чаще всего на пенсии живешь на личные накопления. Государственная же пенсия выплачивается аж с 70 лет, и минимум это около 25 тысяч долларов в год. На эти деньги не очень легко прожить. А скажи, а принято здесь на пенсии, если у тебя есть возможность помогать своим детям, которые, ну, только начинают становиться на ноги, так сказать? Или, наоборот, дети должны помогать родителям на пенсии? Когда как. У меня один сын довольно успешный, ему помощь не нужна. А второму я дал определенную сумму денег, но только взаймы. Тедди, я знаю, что хотела у тебя, мне же интересно. А как вот, ну, вы познакомились с вашей женой вот давным-давно? Как это было? Это было удачное слепое свидание и любовь с первого взгляда. Мы с ней поженились уже через год после знакомства. А сейчас я уже одинок и постоянно влюбляюсь в своих студенток. Это может... Платонически. Ну правильно, да, это хорошо. Что вас сегодня делает счастливым? Фотографии моего внука, достижения моих детей, сама история моей жизни. Она сложилась хорошо, и я, безусловно, рад этому. Меня делает счастливым даже город, в котором я живу. Знаю, многие пожилые люди скажут, что раньше было много друзей, больше общения. А с возрастом ты теряешь эти контакты. Не всем хватает сил просто собраться, многие, увы, уходят, и ты становишься более одиноким. Но это естественное течение времени. С этим надо смириться и радоваться тому, что имеешь прямо сейчас. Жить в столице Америки – это помогать другим совершенно безвозмездно. Это бороться за справедливость и за свои права. Это работать, не покладая рук. И, наконец, это жить в свое удовольствие. Пусть для кого-то это просто набор банальностей, но поверьте, от этого они не станут менее важными, искренними и значимыми для жителей города Вашингтон. Жители Вашингтона оказались довольно-таки простыми, как будто живут в провинциальном городке. Любят стейки и бейгалы, простую и удобную одежду и пробежки по утрам. О том, что Вашингтон столица, ты вдруг понимаешь, когда постоянно натыкаешься на правозащитников и волонтеров, на немаленькие цены в ресторанах и гуляющих по улице конгрессменов. Что такое быть американцем, я уже начинаю понимать. Но интереснее, как это понимают сами вашингтонцы. Быть американцем – это принимать всех такими, какие они есть. Это возможность быть тем, кем ты хочешь. Чувствовать себя свободным. Иметь возможность путешествовать куда хочется. Гордиться своими корнями и своей культурой. Наслаждаться жизнью. Любить эту страну эмигрантов, но не забывать свои корни. Местные жители, как никто, понимают, что жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы
создать себя. И этот девиз уже касается не только американской жизни, но и жизни других.